Всем доброе ташкентское, наконец-то, утро. Первый раз было сказано неправильно, второй раз, наконец-то, всем доброе ташкентское утро. Так лучше будет. 2 недели я ел одни углеводы, ел одни овощи. Хочется очень что-то мясное. Конечно, это смешная мечта для кого-то, но для меня на данный момент нет. Вот мне не хватает животного белка, узбекского животного белка. Нового пока ничего не произошло, все идет по плану. Федя готовится к отъезду, ну, по крайней мере, вроде бы должен готовиться. Сейчас к нему поеду. У меня из новостей ничего нового тоже. То, что украли телефон, жалко. Большой объем памяти на терабайт файлов. Это, наверное, самое худшее, что было за последнее время. Так, все нормально. Живем потихоньку. В Ташкенте утром прохладно. Я вот выбрал солнечную сторону. В Ташкенте утром прохладно, но время еще 9 утра. Я выбрал солнечную сторону и иду по ней. Вроде бы солнышко греет. Все как обычно. Единственное, что много иномарок. Одни иномарки. И очень много машин белого цвета. Черные потихонечку пропадают. Небольшой спойлер, анонс на будущее. Если ничего не изменится, если будем живы, здоровы, то большой трип по Узбекистану. Будут те места, куда не ступала нога человека. Вот так вот. В Узбекистане тренды меняются, но 2 места по Самсе остаются неизменными. Это Минор и Кадышево. Минор я часто катаюсь, Кадышево не часто. И я так сейчас иду и представил, как самса на Кадышево разламывается, слоится. И такие прям кусочки мяса. В общем, на Кадышево. Надо ехать на Кадышево. Сегодня у нас Кадышево. Местные базары на Дамазах катаются по дворам и продают картошку, морковку, лук. В общем, овощи. Первая необходимость. То есть не нужно куда-то идти, прям вот спустился и купил сразу. Решил я переиграть, не поеду я на Кадышево. Я сейчас вспомнил, там такая давка постоянно. Во-первых, ехать далеко. Приходится сидеть, ждать, пока освободится место. И как-то там, ну, в плане съемки не очень удобно, честно. Самса вкусная, но вспомнил, что возле рынка Чорсу есть старая махаля. Я там был, и там огромная самса, тоже такая там с историей самса. Вот, наверное, туда путь. Только есть одно но. Я не помню, где находится это место, поэтому придется сейчас там спрашивать, ходить. Самса здесь, я просто не помню. Сейчас, на данный момент, это баранина с косточками. Я заказал 4 штуки. Я не один приехал. По 2 на каждого. Но там дышать нечем, там реально задыхаешься. Оказывается, это прямо рядом вот с Чурсу. Мы приехали и прям сразу вышли. 20 метров и возле этого места. Вот получается купол. А вот здесь вот какой-то музей. И сразу возле музея все это дело продается. Вот так вот визуально оно выглядит. Целлофан. Все в целлофане. Осенний, весенний вариант, зимний. Размер самцы. Ну, это как большая косушка. Нет, большая пиала. В общем, вот пиала, вот самса. Сразу видно по рисунку, что тесто слоеное. Вот оно счастье. Счастье узбекское. Это мы, конечно, утрируем, но вот такой вот соусец.
очень горячая. Я уже оторвал кусочек, но очень вкусная. Начинки много. Вот косточка, баранина на косточке. Барашка чистая. Да. Вкусная штука. Реально вкусная самса. Начинка бомбическая. Но это, конечно, не просто самса. Советую попробовать всем. Ни в каком регионе я такого не ел в Узбекистане. Это очень интересный вкус. Шедевральный. Дубль 2. Это фоновая музыка, если кто-то понимает перевод. В общем, для большого мужика 3 нормально. Три и до обеда ничего не есть. У нас все по-простому. Это не реклама. Это когда ты не ел 2 недели мяса. И думал, что рис с чечевицей это лучшее. Самса это как и плов, универсальное средство, чтобы наесться вкусно и быстро. Самсу можно есть 24 часа в сутки. Но из личного опыта могу сказать, что если ее есть каждый день, на 3-й день она уже начинает приедаться. Каждый день это лишнее. Можно, но лишнее. Вот в неделю раз это прям вот идеальный вариант, когда ты соскучился, когда прям, хочется самса. 1 раз в неделю. Самса номер 3. И смотрите, я вот уже каждой самсе присматриваюсь, там вот какая-то мелкая пыль. Или от дыма, или скорее всего, это от зола вот. Мелкие частички. Видите, самса с дымком. И вкус этой самсы еще, то что, во-первых, это не на газу. Газ, может быть, есть для начала, а на дровах. Самса на дровах. В этом тоже плюс. Представьте себе, в большом городе самсу на дровах готовить. Вот когда самса постоит, немножко остынет, вот вообще прям классно. Она и горячая внутри, и тесто уже подошло. Внутри вот потолок я уже чувствую. Я начал есть 3-ю, это все. Вот я ее сейчас поем и пару недель, наверное, есть не буду ничего вообще. Буду питаться Святым Духом и водой. Попугаев жалко. Здесь очень жарко. И вот они там сидят, получается, между целлофаном и клиентом. Сейчас встретил подписчика, и он рассказывает, что была раньше точка за самсой, люди стояли по 6,5 часов в очереди.
Реально 6. Это не я придумал, это вот местные такой рассказ. То есть люди вставали в 6 утра и ближе к 12 получали свои самсушки. Вот так вот люди затариваются. Это одна семья на 3 дня купила. Ну, сразу в Дамас. В семье 12 человек. Сказали, на 3 дня хватит. Ну, большая, похоже, семья. Или все крупные. Прошло 6 часов. Вышел на улицу погулять. Встретил подписчика. Зовут его Тима. И все-таки решил добить сегодняшний день. Ну, если есть такая возможность. Мы решили поехать на Кадышево. Как раз есть повод сравнить с самсой, которая на Чорсу. В принципе, она должна работать. Обязана работать. Да. Поэтому сегодня весь день самса. Ориентир этой самсы — это конечка. Конечка автобусная. Вот где-то, ну, наверное, туда рядом находимся. Чуть проедем, да. Чуть проедем. Прямо там. Сказали, до заправки упретесь. И направо сразу конечка будет. Видимо, вот эти автобусы оттуда едут. Мы на месте. Вон там находится конечка. Вот здесь находятся дома, у кого есть деньги. А там находится самса. Думалок самса. 11, тамчи самса 10. 5 минут сказали вот эти тети ждать нужно. А эти ничего не сказали. Здесь соус красивый. Слушай, вот и раскрыт секрет этой самсы. Круглая и плоская — это все одно и то же. Просто форма у нее меняется. Ты здесь первый раз ешь? Да. Первый раз ешь? Да. Сейчас твое мнение услышим. Самса как самса. Чуть-чуть мясо жестковато. Но, как сказал, с кашинской самсой не сравнится ничто. Ни томчи, ни минор самса. Кашинская — это кашинская самса. Там сок, да, прям смотри? Да. Или нету? Сок — это из-за того, что я туда полил. А, все. Я уж подумал, там прям шурпа целая. Не-не. Я сделал так. Ну, от утренней она сильно отличается. И от минора она тоже отличается. Здесь какой-то другой какой-то вкус. Ну, это вкусно. Ну, для меня вкусно. Про Каршинскую я не могу ничего сказать. Каршинскую я не пробовал. Хотя, может, пробовал. Здесь чисто необычно. Такое воздушное, да? Да. Вроде бы слоеное, а вроде бы воздушное тесто. Не твердое такое. Не как жвачками. Самса как самса. Если сравнивать с утренней, то утренний вкус самсы, он более запоминающийся. Здесь тесто воздушное, там начинка очень вкусная. Ну, то больше я запомнил. Это тоже вкусно, но та будет на первом месте. Утренняя сочнее самса.
Наверное, потому что утренняя это баранина. Вот почему, мне кажется, все-таки разница. Так оно и есть. И тесто там другое. Это вообще разная самса. Ну а теперь проедем немножко по Махалле. А он сколько? Ну и по традиции, как обычно, я всегда в Ташкенте еду в одно и то же место. Я не изменяю традициям никогда. Я не меняю никогда коней на переправе. Река Анхор бирюзового цвета. И вот оно, то самое мое любимое место. Это место, где мне всегда комфортно. Это место, где мне всегда хочется быть. Здесь мне дышится легко, думается легко. Все здесь легко. Но квартиры по-прежнему нет здесь. Цвет воды просто обалденный. Прям бирюза бирюзой. Мечта. Я не знаю почему, но я когда вижу вот эти вот 3 дома, раз, два, и вон 3, там, 3, по-моему, или 4, 3. У меня почему-то ассоциации с этими домами, какие-то театры, культурные деятели, музыканты, ну что-то такое творческое. Здесь должны жить творческие люди. Я тоже. Я же творец. Никак не натворю, чтобы здесь жить. Наступит лето, цвет воды поменяется. Такого бирюзового уже не видишь. Я как та самая утка. В одно и то же место прихожу. Сидит, кайфует. Там еще где-то одна. Реально здесь такое место офигенное. Я прям завидую белой завистью, кто здесь живет. Это кайф. Здесь жить просто кайф. Просто тишина. Благоухание. Вот вроде бы ездят машины недалеко, автобусы. Немножко отходишь и все. И попадаешь в лес. Тихий-тихий лес. В лес, в котором все тихо. В общем, я городской человек, но мне нужна природа всегда. Потому что раньше жил я в деревне, и иногда мне ее не хватает. Поэтому меня тянет в такие места всегда, всегда. То есть городская суета должна немножко разбавляться. Здесь вот самое хорошее место для этого. Позвонил жене, говорю, продавай квартиру, давай переедем, здесь будем жить. Потому что мне реально на подсознательном уровне тянет сюда. Я здесь уже был раз, наверное, 30.
в год по, не знаю, по 10 раз я здесь бываю. Это вот именно вот в этом месте. Это все не просто так. Вы верите в знаки? Может быть, это реально знак? Знак быть здесь?